Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. Сегодня тема нашего видеоурока ознакомительная. Я хочу напомнить и показать вам, какие есть карты в нашем магазине, как с помощью этих карт легко с применением обычных материалов, несложными техниками можно украсить свой дом. Именно мы сегодня сделаем красивую подставку для подачи или подставку под горячее. Это вы уже будете смотреть по своему желанию, как вы ее будете применять. Также мы сделаем еще маленькую подставочку под бокалы, под чашки, опять-таки по вашему усмотрению. Что хочу показать. Вот такие декупажные карты. Они уже сделаны круглыми в определенном размере. Вы можете заказывать у производителя сразу круг из дерева под эту карту. Это еще больше упростит вам задачу. Карты очень разнообразные, с разными темами, с разными мотивами. То есть выбор на любой вкус, пожалуйста, что вы захотите. Это лишь маленькая часть того, что предоставлено в магазине. Заходите, смотрите, если вам что-то непонятно, спрашивайте, мы обязательно вас проконсультируем, поможем вам в выборе. Смотрите, какие красивые, яркие, летние рисунки, пожалуйста, все что угодно. Также вот есть совсем в темных оттенках, сдержанные под напитки различные. Можно каждому сделать подставку под напиток с его любимым коктейлем. То есть фантазируйте, создавайте, тут все только от вас и от вашего желания. Итак, к сегодняшнему видеоуроку что нам понадобится? Непосредственно декупажная карта, которую я вам демонстрировала, круглая. Круглая деревянная заготовка большего и меньшего размера. Меловые краски, клей для декупажа, все как обычно, ниже под видео, обращайте на это внимание. Итак, в самом начале, все как обычно, наносим грунт. Я использую деревянные заготовки своего любимого производителя. Где я их заказываю, вы тоже найдете ниже под видео, ссылочку на этот магазин, на это производство. Заготовки, как всегда, в идеальном состоянии, ничего с ними в принципе делать не нужно. Они вот гладкие, прекрасные, то есть работать одно удовольствие. Но тем не менее, под карту, ту сторону, на которую мы будем клеить карту, обязательно наносим грунт. Обычный грунт, белый, аккуратно, тонким слоем. Кисточку, помните, надо обязательно увлажнять перед работой, ставить ее в водичку, чтобы она не была сухой, тогда приятней работать, меньше расход материала. Запоминайте это, не пренебрегайте этими правилами, это очень хорошо. Чем увлажненнее инструмент, тем приятнее вам работать. После нанесения грунта, как обычно, необходимо хорошо высушить. Грунт на поверхности полностью высох, и сейчас необходимо пройтись средней зернистости наждачной бумагой. Все, убираем пыль и приступаем к дальнейшим работам. Клеим декупажную карту.
Сушим. Карта высохла, покрываем лаком. Сушим. Так, сторона с картой у нас уже полностью просохла, покрыта лаком, защищена. И дальше мы можем приступать совершенно спокойно к декорированию обратной стороны. Значит, что мы будем делать? Мы уже делали с вами да, подобную работу, мастер-класс Лукошко. Кому интересно, вернитесь, посмотрите, как мы там работали. Сейчас, для этого мы используем меловые краски и воду. Делаем так называемую морилку по дереву с помощью меловых красок. Значит, немного, повторюсь, совсем немного краски, водичка, совсем вот жидкая, да, прям вода, окрашенная вода. И с ее помощью пропитываем дерево. Мы его и украшаем, и выделяем структуру таким образом, и защищаем. Лучше использовать синтетическую кисть с длинным ворсом, удобнее работать. Вот, совершенно спокойно. Смотрите, концентрацию вы регулируете сами. Хотите понасыщенней цвет, больше краски добавьте. Ну, в любом случае, прям жидкая должна быть, да, история. То есть не густая, это не должна быть чуть подразведенная краска, это прям окрашенная вода. Сейчас немного просушим и далее будем использовать другой цвет. Смотрите, я просушила поверхность, но не до конца, она еще влажная. То есть основная вода ушла, но на ощупь она влажная. И сейчас возьму другой оттенок краски, цвет другой. И таким же образом хорошо сушим. Смотрите, я практически полностью высушила поверхность. Чуть-чуть она еще увлажненная, не совсем сухая, да? И поскольку это все-таки у нас не цельное дерево, заготовка не из цельного дерева, а доклеенная такая фанера, да, деревянная, здесь все-таки на торцах видны вот эти полоски. Чтобы их немножко сгладить, сделать более красивую фактуру, я пройдусь наждачной бумагой вот в одну сторону, как бы вытирая, да, выравнивая. И получается гладкая, красивая история. И эти полосочки, они как бы благодаря тому, что краска, эта морилка, скажем так, да, она еще не до конца высохла, немножко смешивается между собой, да, с поверхностью, и сглаживаются эти такие полосочки. Получается такой красивый, гладкий, приятный эффект. Так, то же самое. Смотрите, пройдусь, да, немножко подняла ворс водой, да, поэтому сейчас в противоположную сторону я его как бы приглажу и также выровняю поверхность. Досушиваем древесину и покрываем обе стороны лаком.
Ну вот на сегодня и все. Подошел к завершению видеоурок. Такой видеоурок демонстрация карт или как идея для творчества. Пожалуйста, применяйте эти идеи в своем творчестве, фантазируйте, создавайте свои неповторимые шедевры, украшайте свой дом и свою жизнь, и делайте все это обязательно с любовью. Что в итоге у нас сегодня получилось? Смотрите, благодаря этим меловым морилкам, называем это так, да, вот такой получается красивый фон, да, красивый эффект с переходами. Здесь я использовала более жидкий раствор, да, эту водичку с краской более жидкую. И даже не так, менее концентрированную по краске, по содержанию краски. То есть здесь я краску добавила в этом случае совсем немного, но вода, сам раствор все равно жидкий, прям водичка, да, но больше краски в нем, меньше краски в нем. Вот в случае с лукошком мы делали, да, все то же самое, но здесь более концентрированно, здесь я больше добавила краски и более плотный получился эффект. Вы уже выбираете по своему вкусу, по своему желанию, как вы хотите. Хотите более закрытый, более плотный эффект, пожалуйста, добавляйте больше краски. Хотите менее, более воздушный такой эффект, да, на поверхности, меньше краски, пожалуйста. Все для вас. И вот опять-таки, да, возвращаясь, подобрали себе карту, да, выбор потрясающий, на любой вкус можно подобрать. Поработали немножко с красками, и вот уже у вас красивый аксессуар. Минимум усилий, а какой результат? Пожалуйста, пользуйтесь идеей. Пишите в комментарии, как вам такие идеи, что бы вы хотели видеть в дальнейших мастер-классах. Может быть, вы хотите попробовать какую-то технику. Пожалуйста, я с удовольствием принимаю все обсудим, над всем поработаем. До новых встреч!